Здравствуйте, Овны! Сегодняшний Таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же Овнов наших ожидает в период с 20 по 26 апреля. Какие вам карты выпадут сегодня, что интересного вас ждет. Напомню, что это общий Таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас, большинству Овнов, он подойдет и будет перекликаться с тем, что происходит в вашей жизни. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте, а также не забывайте подписаться. Кто еще не подписан на мой YouTube-канал, я всегда рада новым зрителям, новым подписчикам. Итак, расклад по дням недели, то есть на каждый день недели по одной карте достаем сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И смотрим, что у нас получается, в каких комбинациях эти карты у вас выпадают. Итак, Овен с понедельника по воскресенье, с 20 по 26 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Первая карта, карта королева кубков. У кого-то, возможно, здесь какое-то важное значение будет иметь либо водный знак зодиака, это раки, рыбы, скорпионы, либо по королеве кубков с тузом пентаклей. Здесь ощущение успеха, материального, финансового успеха. Ощущение, что здесь в целом вы, вот знаете, как будто чувствуете себя независимым человеком, которому другие люди говорят, да, вам о вашем успехе, то есть хвалят вас за что-то, за какие-то ваши достижения, восхищаются вами в конце концов. Да и в целом вы чувствуете себя здесь удачливым, успешным, потому что в целом королева кубков — это успех. Да, успех. Тут материальный успех может быть. Карта десятка мечей, карта какого-то стресса, который может у вас наблюдаться во вторник. Почему-то, может быть, переживаний определенных. И по рыцарю пентаклей, возможно, это связано с тем, что вы переживаете, что что-то слишком затянуто, что-то медленно продвигается, какая-то рабочая ситуация медленно тянется, или вам приходится кого-то долго ждать здесь в этот день, вам это не совсем нравится, вы из-за этого можете испытывать стресс, да, нервничать. Соответственно, но тем не менее рыцарь пентаклей здесь показывает, что ничего глобально плохого-то нет, все идет своим чередом, все идет в нужном вам направлении, и не нужно торопить события, все будет хорошо в этом отношении. Да, может, это имеет отношение к человеку земного знака, то есть девы, тельцы или козероги, но это общий расклад, поэтому не будем на этом останавливаться особо. Карта девятка кубков, карта пиршества и праздника, в целом ощущение веселья, радости, которое у вас может быть. Кого-то из вас могут пригласить на какое-то мероприятие, где вы что-то отмечаете, а здесь еще и королева пентаклей у вас, причем она подряд выпадает, прям много денежных карт. Туз пентаклей, рыцарь пентаклей, королева 2 пентаклей. Ощущение какого-то успеха и роскоши, достатка, в котором вы здесь находитесь. Может быть, даже каких-то излишеств, которые у вас здесь есть с этой королевой пентаклей, потому что вы трудились и получили этот результат как раз благодаря вашему труду, настойчивости, практичности даже, да. Поэтому здесь такие карты у вас. Королева пентаклей тут снова. Возможно, имеет отношение к этому земной знак, действительно, потому что очень много персон земного знака, девы, тельцы или козероги. Может быть, вы общаетесь с таким человеком здесь. Четверка пентаклей еще. Здесь также может быть момент, где по четверке пентаклей вам не хочется. Вот она здесь смотрит на эти деньги, да, здесь она держит кошелечек, не тратить лишнюю копейку. Может быть и такой момент. Может, вы чувствуете, что вы здесь потратили много, и к концу недели рабочей вы думаете, что нужно немножечко стать экономнее, либо получая какие-то деньги, какие-то выплаты, какие-то бонусы, возможно, вы здесь понимаете, что нет, нужно отложить деньги на потом, пригодятся еще, то есть стараетесь быть очень рачительными, такими внимательными к своим средствам. Если нужно вкладываться в какой-то проект или инвестировать, да, в какое-то дело, вы опять-таки хорошенько думаете, стоит ли это здесь сделать. Двойка кубков, карта родственной души,
и такого вот взаимного союза, очень доверительного, хорошего, который у вас есть в пятницу, много планов, которые вы строите здесь в этой паре, может быть, не обязательно любовные отношения, с другом каким-нибудь, да, обсуждаете планы на будущее, или с детьми планируете, мечтаете, думаете, как дальше события будут развиваться. То есть здесь много надежд, какой-то веры или отношения, которые вас вдохновляют на дальнейшее свершение. Возможно, вы здесь по двойке кубков, там, не знаю, чувствуете исполнение каких-то ваших мечтаний касаемо там второй половинки вашей, или знакомитесь с кем-то, кто, ну вот вы мечтали встретить такого человека тоже в вашей жизни, здесь это может произойти, то есть хорошие какие-то стечения обстоятельств и хорошие события с этим связаны. Карта башня при этом выпадает у вас на субботу, нужно быть в целом осторожнее, чтобы избежать каких-то разрушений, поломок, да, каких-то катастроф вместе с королем кубков, с водной стихией. Может это касаться водного знака зодиака, то есть раков, рыб или скорпионов. Но и также здесь может быть немножечко кто-то пошатнет там ваши чувства, заденет ваши эмоции, ваш такой эмоциональный фон. Да, и вы можете по карте башня здесь почувствовать даже и очищение души, если вы кому-то что-то выскажете, то, что вы думаете, что вы чувствуете по этой карте. Но здесь может быть какое-то все-таки как, ну, башня, она больше негативная, да, что-то внезапное, что может задеть ваши чувства, я думаю, так. Карта императора, карта, кстати, знаков, в принципе-то Овен, вашего знака, и вместе с картой Солнца, Лев. Ощущение, что вы здесь, ну, опять-таки, как на троне восседаете, вы главный, вы лидер, вы здесь принимаете решения, вы можете почувствовать превосходство свое над другими людьми, как-то попытаться реализовывать свои амбиции, не знаю, вот максимально здесь руководить, управлять ситуацией, заниматься каким-то планированием. И в целом по карте Солнца испытываете радость и счастье от того, что здесь происходит. Ясно и четко видите ситуацию происходящую, знаете, чего вы хотите, как вам этого нужно достичь. То есть карты хорошие. Процветание, счастье, которое есть у вас на воскресенье. Итак, дорогие мои овны, на этом сегодняшний ваш недельный таро-прогноз мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.